Всем привет! Сегодня я не один, сегодня я с Серегой. Вот он. Так что работа у нас пойдет быстрее, веселее. Первое действие — это мы доделываем каркас теплицы. Что нам надо сделать? Во-первых, здесь мне надо будет также поставить такие же бруски, плюс наверху все это закрепить. И потом следующее действие — морилкой пройтись, дерево защитить от влаги, от грибков, и сверху краской. Краска тоже с морилкой специально для дерева, для улицы. Плюс у нас сейчас, вы как знаете, в Германии, в частности в Гамбурге, третья волна карантина. Пока магазины все закрыты, строительные, но у меня сосед по даче, Витек, поляк. У него есть карточка, он работает сам на себя, у него небольшая фирма. И вот для тех, у кого есть фирмы, доступ к этим магазинам разрешен. Я только об этом сейчас узнал. Он говорит, я сейчас еду в магазин, мне надо купить там что-то для дачи. Мы с ним разговаривали. Я говорю, слушай, Витя, купи мне вот как раз морилку и белую краску. Я тебе деньги отдам. Он говорит, да без проблем. То есть минут так через 30 он подъедет с краской. А мы пока будем с Серегой заниматься каркасом деревянным. Сразу первым делом пошел кофе приготовил. Теперь, как я босс и шеф, пью кофе. А мой помощник Сергей работает. А это мы сейчас будем вот эту доску на две части распилим. И он, вдоль. И пойдет у нас это козырек на самый верх. Вот. Тут у нас две большие балки. Это будет основание. Так как у нас уголки немножко большевато, мы решили вот флексом, то есть это по-русски это болгарка, да? Флекс это по-немецки. Да, болгарка. Странное название, да? И у болгаров, видать, заимствовали. И мы сейчас эти уголки немножечко срежем, и у нас этот козырек, или конек, правильно, да? Вот эти две маленьких, они пойдут на самый верх. А если... нет, друг на друга не положится, да? Не получится наложить. Кого? Штучки? Ну. Мне кажется, там тоже пойдет. Попробуем. Просто одна, может быть, немножко не очень будет закреплена. Работа продвигается успешно. Серега краску не экономит, то есть пропитку. Уже полбанки ушло, да, Сергей? Придется нам докупать еще, наверное, такую же баночку. А может быть, даже две. Сколько здесь? Даже литра нету, да, в банке? 750. 750. Значит, надо было литра 2 сразу брать. Вечер еще у тебя впереди есть. До 8 успею, надеюсь. Возьмем. По темноте поеду. Я сейчас вот поперечины вот эти сделал. Еще вот последнее осталось. Потом займусь вот этими внизу. Тоже надо будет сделать пару штук. Это вот нам настолько хватило одной баночки. Я сейчас съездил еще с той стороны, да? Я вот съездил, взял еще одну. Это у нас на сколько? 2 литра, да, по-моему, даже 2,5. На 20 квадратных метров 2,5 литра. Вот 50 евро стоит. Вот это 15. Так, и еще одна. Тоже 15. Я думаю, теперь должно хватить на все про все. Будем уже растягивать. Ребятки, работа идет. Правда, не так быстро работаем, как хотелось бы. Но потихонечку красим. Да, хотел все сегодня сделать. Уже то, что ты покрасил, высохло. По идее, могли бы еще сверху краской белой пройтись. И сразу пленку натянуть, представляешь? Так она уже высохла. Да?
Так, значит, завтра тогда с утра с первыми петухами Петушок, кукурек, приезжай. завтра тем более дождь. Так вот я хотел закрыть до дождя. Сегодня такая хорошая погода, а завтра... И люди много что хотят. Главное, вовремя надо успеть покрыть пленкой. Ну что, друзья, остался я один. Сергею надо по делам ехать. Так что теперь мне осталось все это докрасить. И на сегодня хватит. Я еще такие сделал поперечины. Это как для стабилизации самой теплицы, чтобы она не шаталась. Теперь она стоит очень... Сейчас. Но она теперь не ходит уже все. То вот без них как раз она шаталась туда-сюда. А теперь нормально. А вверх пройдусь еще. Ну и вот та сторона осталась. И на сегодня мы хорошо поработали. Вот такая она беленькая будет, красивая. Сверху пленочка и все. Осталось потом двери и 2 форточки. Ну, самое главное, чтобы вот сегодня закончить и все было покрашено. Так что, друзья, потихонечку. Погода сегодня хорошая. Плюс 20 на солнышке. Ну и птицы поют. У меня сосед здесь через дачу. Он с Португалии, но живет, наверное, лет 40 в Германии. И он держит певчих птиц. У него целый оркестр, наверное. Вот они так классно поют. Это у него такое хобби. Он занимается разведением таких маленьких. Но некрасиво действительно поют вот эти птички. У него там искусственный свет, подогрев. Короче, он каждый день на даче кормит их. Они ему за это хорошие песни поют. Интересно. И вот когда сидишь здесь вечером, тихо, спокойно, вот этих птиц слышно. Так что тут как будто в какой-то тропической стране живешь. Интересно. Может быть, как-нибудь схожу, сниму этих птиц. Ладно, все, погнала дальше красить. Привезли мы вот плиты 5 штук. Сейчас разгрузка идет полным ходом. Загрузка. Разгрузка. Самое интересное, я привез еще вот эти бруски 3-метровые. И они как раз так вошли аккурат. Хорошо, когда машина длинная, да? Там сзади. Да нет, 3 метра влазят. О, Ну, Андрюх, Бог тебе в помощь. это мне катить, да, надо, наверное? Ну, а что мне что? Я свой сделаю. Ну все, тогда я пошел. Сумку понесу. Ты сумку понесешь? Хорошо. Цветочка. Пока пилю, Серега у нас красит бруски. Вот эти бруски, они пойдут на натяжку пленки. Они подсохнут, мы просверлим. Думаю, лучше просверлить перед тем, как закручивать шурупы, чтобы они не треснули, да? Небольшие такие эти. А у меня тут цепь слетела. Я вот сейчас надо натянуть. Пока распиливал. Ну-ка почищу. Включился компрессор. Сейчас воздух пока наберет. Все, набрал. Серега наспор решил сапоги испортить. Вот представляете, друзья. Спора нет, но теперь спор есть. Это мы делаем русские галоши, да? Правильно. Серега, ты где? Я цепь натягиваю. Что-то она так далеко ушла. Я тут пробую немножко ее ослабить. Она уходит. Сейчас я одену. Вот. Так.
Так что вот это все занимает время, чтобы что-то сделать. Теперь это я одеваю крышку. Серега уже заканчивает Кого? красить. Заканчиваешь? Нет. Нет? Половину даже. Ты половину не сделал? Нет. Может, медленно все делать. Не, я хотел наоборот сегодня все успеть сделать. Потому что погода так и шепчет. Сделай все быстро, пока дождя нет. Потом дождь пойдет и все. И будем дома сидеть. Так. Пока есть возможность, надо воспользоваться погодой. Так, ну все, я теперь должен что сделать? Здесь подтянуть, наверное, да? Серега. Звонок другу. Звонок другу, звонок подписчикам. Профи. Профессионалов есть из вас? Скажите, цепь натягивать сколько, чтобы провисала? Я вот помню, что там должно быть совсем чуть-чуть. Наверное, среди подписчиков Дмитрий имеется. Дмитрий, помоги нам. Мастер. Я пока натяну, но сегодня пилить не буду, оставлю. Так как мне надо сейчас пересадить сирень успеть, пока Серега красит. Все затягиваю. И на сегодня с пилой заканчиваю работать. И начинается пересадка. Ну что, полдела я сделал, посадил. Теперь мне надо, чтобы сирень ровно росла, не завалилась ни на забор, ни в другую сторону. Я вот такой колышек есть у меня. Его надо вбить и потом привязать. Осталось дело за маленьким, все связать аккуратно специальной проволочкой. Так, ну как-то будет вот так выглядеть. Осталось обвязать, правильно все сделать, чтобы ветки вверх шли. Потом уже можно подрезать, там высоту регулировать, все дела. Немножко так. Ну вот и все. А в это время Все, Серега уже докрашивает. Все, докрасил? все, принимай работу. Хорошо. Слушай, пока они сохнут, давай тогда мы с тобой землю выберем под плиту. Ну, на сантиметров на 7. Потом песочек и плита пойдет. Так как мы потом закроем пленкой, уже будет тяжело нам здесь работать. Пока вот свободно все сделаем, да, сейчас? Ты имеешь в виду подкопать? Да, подкопать. Ну, вот так и оставь. Вот тут еще немножко сними. Вот этот край тоже. Вот сейчас Сергей снимает землю. Немножко больше. У нас пойдет сантиметра 3-4 слой песка.
Профессионал в деле. Зашибись. Зашибись, у нас все получается. Это мы как раз плиту сейчас обрезали, ставили дорожка, Так как мы планировали. каждый из нас не работает. Как это? Кто работает? Как эта профессия называется? Ну, так Плиточник. каменщик какой-то, Каменщик. да, наверное, кто-то. Картонщик и водитель. Водитель Для делают. картонщика и водителя это, по-моему, вполне... Делают работу. Что я хотел, скат должен быть от теплицы, не забывайте, потому что вода будет попадать, и мы смотрим, все правильно, чтобы вода уходила от теплицы. Если мы поставили прямо или немножко наклон, вода попадала бы под эти бруски. То есть у нас все вот как по-научному, Как в аптеке. как в аптеке, правильно. Мы почему это сделали, так как сейчас будем накрывать пленкой, и нам надо уже все черновые работы заканчивать. Я бы вообще бы еще бы с земли бы закинул сразу, но это ладно. Время поджимает. Время сегодня не так много, так что будем уже делать в следующий раз. Видишь, как я вижу? Да, он еще переворачивает в воздухе. Другой рукой, вторая Ты есть. целый. Представляю вам пленку для теплицы. Она вот такая толстая, прошита нитками внутри. Капрон, наверное. Да, это капрон. Что... Читай, как слова ставят. Да, Серега. Сейчас будем делать мы снизу через верх, обрезать, закреплять. Процесс идет. Думаем, как нам сделать. Или внахлёст больше запустить, так как нам здесь не хватит. Или вот тоже, если загнуть, то, Серега, хватает. Да, то как раз до дверей хватит полностью. Нам единственное, что не хватает, мы немножко прогадали с пленкой. Неправильно посчитали, у нас на заднюю стенку не хватает. Но это можно отдельно докупить. Сюда пойдет, вот. Вообще четко все получается, Серега. Я тебя вообще не вижу. Нормально. Все будет хорошо. Уже можно здесь помидорчики садить. Ветер будет гулять, продувать все. Ладно, все. Давайте, ребята, надо нам закрепить все это дело. Еще наверху реки закрепить. Осталось нам еще вот здесь и с той стороны речки прикрутить на самом таком сложном месте. Я не знаю, здесь я подлезу, а как мне там крутить, надо подумать.